Привет всем! Это 42-й эпизод из сериала о котятах Мейн-кунах. Это у нас Арчик. Сегодня мы увидим Арчика, Анфису, всю публику, которая собирается на пирсе. Спасение Анфисы будет в конце ролика. Итак, приступаем. Вот видите, сегодня у нас аншлаг. Значит, в чем особенность этого дня? Все немножко подтаяло. И у нас создалось впечатление, что котят можно выпустить без всяких поводков, ошейников, на таком свободном режиме, чтобы они погуляли, ибо кругом вода, и, казалось бы, они уйти никуда не могут. А в общем-то наш расчет оказался правильным, но, как всегда, в любом правильном расчете есть нюансы и детали. Итак, вперед. Интрига развивается с утра пораньше. Вот это родители, голубь с голубкой. Вот это массовка, утки. А там у нас детишки. Опять будет конфликт. Кто имеет право купаться в бассейне, а кто не имеет права купаться в бассейне. Туманное утро и смотрится как-то сюрреалистично. Да, они остановились. Они видят, что родители подходят. Вот. Да, эти уже здесь. И детишки остановились. Это обычная утренняя диспозиция. Меняется персональный состав, но в целом картина такая каждое утро у нас уже всю зиму. А вы наверняка это уже видели в разных других роликах. Но сегодня котята внесут некоторый разброд. Родители первые заняли позицию. Так, а эти тем временем приближаются. Разброд и шатание в привычную картинку. Интересно, как сейчас разбираться будут. Они оба стремятся гулять. Сейчас и Арчик, и Анфиса, они начинают плакать, когда выводят одного. Вот на поводке выводят одного, другой начинает плакать, бегать по окнам, смотреть. В общем, хочет. Потом выводим другого. А двоих одновременно не потому, что поводков нет, рук не хватает. Не, говорит, не пускаем. В бассейн никого не пускаем. Варианта вывести двоих одному человеку одновременно, ну, учитывая их некоторую резвость и такую шустрость, ну, боюсь, что ничего из этого хорошего не получится. Они просто переплетут там все эти вот поводочки. Вот, поэтому гуляем по одному. Это у них горошковое перемирие. Вот я им горошков насыпал. И все могут и перекусить, и поплавать. Вот. Потому что родители тоже заняты горошками. И им не до птенцов. Ну, как видите, везде вода. То есть стояли теплые дни, и на льду образовался слой воды сантиметра, 2 сантиметра. То есть, по идее, котята уже не могли вот так вот гулять. Вот смотрите, сейчас увидим. Вот, Арченька смотрит, вот Анфиса смотрит. А как? Кругом вода. Они не любят наступать на воду категорически. Поэтому вот, глаз видит, зуб не имет. Ну, наблюдает за утками, само собой. Вот. И пока наш план работает. Да, пока работает. Вот. Но решил пойти в обход. Вот смотрите, он говорит, а я вот сразу выйду туда, где воды уже нету. Там подальше воды нету. Вот. Но мы это проходили. У нас классические кадры, как он падает с перил туда в воду, потом карабкается по перилам. Ну, мы этого повторять не хотим, мы этого повторять не будем, поэтому Арчика приходится ловить, да, ловить и эвакуировать. А при этом он рискует отправиться домой. Вы видите, вот он так делал, вот так. Вот. Так, это Фиска появилась. Фиска, на тебя вся надежда, что ты хоть порядок наведешь. Ну да, Ирина решила, что Анфиску тоже можно выпустить. Кто это там так кричал?
Мы с Андреем приглядываем по одному человеку на одного кота. Арченька, ты решил опять подвиг совершить, да? Искупаться решил? Ну, разумеется, она сейчас начнет есть корм утиный. О, да, утиную еду, да. Тебя же дома не кормят, надо... Да, утиную еды надо поесть. Конечно, дома-то не кормят. Вот не то, чтобы он такой вкусный, это просто от жадности. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зачем утиную еду-то ешь? Что все вокруг рядом. Анфиса уток считает. Он это почти вернулся. Да, там уже почти изгнанный лебедь вернулся. А Анфиска считает... Интересно, она до скольки считать-то умеет? Ну да. А наблюдение за утками-лебедями, это, в общем-то, зачем гулять и ходим. А там идет, вот, которого прогнали. Он крупный, такой, мальчик крупный. Так, там Арчи направился. А погода такая, что дрон не запустишь. Ну, Арчик опять полезет, разумеется. А Арчи, он с первого раза не понимает. Кое-кому надо по 10 раз объяснять. Да. Арчух, ты бы вниз не ходил-то, а? Вот ты ж в прошлый раз ходил, чем закончилось? Пришлось тебя вытаскивать. Ну, как бы сказали в Болгарии, он перед Анфиской фукается. Он фукается. Вот так. Молодец ты. Герой. Сейчас в воду сверзишься. Придется домой идти, мыться. Тебе же не нравится мыться. Так, он опять... лови, 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 лови. Да. Так. Кто-то допрыгается домой, отправится сейчас. То есть это не повтор, это он 2 раза проделал, за одну прогулку он 2 раза попытался спуститься. Ну, после чего был мозговой штурм и решено Арчика все-таки отправить домой. А этот встречает этого возвращенца. Ты, говорит, у нас будешь не возвращенец. Тут говорит, ну я пришел, у нас все по новой, говорит. Обнулился. Я, говорит, обнулился и пришел. Но Анфиса, она и сама может солировать. Сейчас отколет номер. Так, Арчи, ты куда надумал-то, дорогой? Так. Опять погнал. Ну что такое? Сейчас Анфиски там перепадет, наверное, за компанию, да? Сюда хоть веб-камеру ставь. С непрерывной трансляцией. Арчи где там? Ну, как видите, тут обстановка накалилась. Все друг друга гоняют. Уже Да. не совсем понятно, кто есть кто и кто есть где. Единственное, Анфиска наблюдает. И смотрите, утки подошли слишком близко. А вот Анфиса, по идее, если хорошо прыгнет, может попытаться достать. Ну, как видите, она это и сделала. Она прыгнула. К счастью, она утку не зацепила. Утки среагировали. Но она перепрыгнула через воду. Вот там лед на поверхности воды нету или почти нету, а вода вокруг как раз пирса. Смотрите, и она перепрыгнула через воду. Так, ты за Арчиком следи, я за ней буду. Фисочка, а как ты пойдешь назад-то? А? Да. Мокро же, а? Как ты назад-то? О, слушай, она попала. Это у нас ситуация, честно говоря. Ты Арчика следи. У нее критическая ситуация, да. Анфис, ты что натворила-то? Да, Анфиска попала в ситуацию. Конечно, она туда прыганула, а назад не знает как. А тем временем детей подпустили к кормушке. Что-то родители отвлеклись, и детишки быстро заправляются. Ну, вот это хорошо, давайте, поешьте.
Вам как раз надо. Да, им вот этот корм очень нравится, кукуруза. Тертая. Ну что, что делать? Надо Анфиску как-то выручать. Мы смотрим, что у нас есть, какие подручные средства. Идея кинуть ей что-то вроде такой доски, чтобы она по доске могла вернуться. Но при этом она должна сообразить, что на эту доску надо встать и по ней надо идти. И тут, конечно, многое зависит от сообразительности нашей Анфиски. Вот смотрите, мы вот палку туда положили. Вот смотрим, нет, не сработало. Она пошла по зарослям тростника, под джунглям. Вот. Но она понимает, вот идет, огибает пирс, она понимает, что ей, в общем-то, как-то надо оттуда выбираться. Становиться на него, заходить и ее оттуда выносить, ну, рискованно. Лед тонкий. Вот. Еще одна попытка ей пододвинуть палку. Вот если она это сделает, если она по доске пойдет, значит у нее с интеллектом, ну, даже лучше, чем мы ожидали. Ну, для привлечения пытаемся вот веревочкой, шнурком ей. Вот ее любимый шнурок. Он, когда гулять идем, всегда в кармане вот есть такая или удочка, или шнурок. На случай, если придется выманивать. Вот смотрите. О, вот это да, вот это да. То есть чудеса интеллекта. Ну, отсюда она уже, как вы понимаете, вполне может запрыгнуть. Что и сделает. Ну, Анфиса в очередной раз подтвердила, что она такая кошечка с разумом. Я, честно говоря, вот не знаю, насколько Арчи был бы готов вот так сообразить, что это вот доска, в общем-то, для него, для его пользы. А она сообразила, она молодец. Опа! Опа! Ура! Спасибо вам, что посмотрели очередную серию. Это 42-я серия. Если вы не смотрели, начните сначала, с первой серии, как мы ездили в Прагу забирать котят, которых привезли самолетом из далекого сибирского города. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!